Йоу, человек в отражении экрана, давай знакомиться. Я дизайнер черных зеркал. Ты юзер черного зеркала. Как минимум сейчас ты втыкаешь в одно из них. Че делаешь? Как жизнь протекает? Отпиши коммент, я обязательно отвечу тебе. Я вот сижу, вейпаю бошки под Амстердамом. Тут это легально. Общаюсь с десятками мозгов по всему миру. Создаем вместе крутые проекты, в том числе и этот YouTube-канал. Почему? Потому что хотим креатить крутой контент. Сейчас я окружен гаджетами, черными зеркалами. iMac Pro, MacBook, iPhone, Apple Watch и другими гаджетами. Но это сейчас, а когда-то давно все было совсем по-другому. Давай расскажу историю моего первого знакомства с черным зеркалом. Было это лет 25 тому назад. Тогда я, еще юный мальчишка из постсовка, посетил с родителями магазин телевизоров. Тогда папа купил нам первый цветной телевизор Альфа. Кстати, увезли этот телек на батином Запорожце. Помню, как изучал его интерфейс, смотрел Cartoon Network, сериалы с субтитрами. Изучал английский язык и получал безумное удовольствие от поп-панк клипов на MTV. На 8-летие мне подарили Sega Mega Drive 2, и с тех пор я с каждым годом пытался апгрейдить свои черные зеркала и гаджеты. Изучал все, от интерфейсов и сценариев игр до микроанимации и макроконтроля. Какой же радостью было приобретение первого компа. С его помощью я смог прикоснуться к матрице, интернету, наигрался во все игры, пересмотрел все фильмы, переслушал всю музыку. И все это благодаря моей семье. Мы, конечно, никогда не были богатыми, но при этом не бедствовали. Middle класс тех времен. Мама врач, отец бывший инженер, но вынужденно пришлось стать бизнесменом и выживать в суровые времена постсовка. Так мы смогли позволить себе купить тот самый первый комп. Но, увы, не все бизнес-проекты были удачными. Последний закончился печально. Отца киданули, инвестор не сдержал обещаний, завод кинул, схема рухнула. Мы не смогли вернуть кредит банку, и взамен пришлось отдавать квартиру. Тогда, в 17 лет, я понял, что нужно включаться в эту жизнь и работать, чтобы выжить. Как это обычно бывает, перестал посещать школу. Шел в интернет-кафе, скачивал Photoshop и работал, пока другие играли в CS и ему онлайн. Нашел первых клиентов в онлайн-играх, рисовал анимированные аватарки для кланов. Получил первые 20 баксов. Каждый день с тех пор работал и поднимал свои скиллы и заработки. Со временем начал сотрудничать с дизайн-студиями, решал вопросы и задачи их клиентов, использовал все свои скиллы на максимум. Сотни людей и проектов по всему миру. Скорость и мультизадачность помогала мне делать все быстро и качественно. Ко мне тянулись люди и проекты, знали, что я помогу решить их проблему. Купил MacBook, начал работать удаленно. Переезжал, путешествовал. Увидел более 40 стран и сотни городов. Москва, Амстердам, Париж, Дубай, Пекин, Шанхай, Сингапур. Помог более чем 1000 клиентов и проектов. Миллионы людей пользуются ежедневно моими дизайнами. Дал возможность крутым стартапам по всему миру заработать более 500 миллионов долларов. А сам смог себе позволить только туризм и апгрейд черных зеркал. Как это обычно бывает, инвестор получает все лавры, а те, кто по факту создавал проект, зарплату. Но настало время фазы номер 2 моей жизни – сделать свои проекты и соскочить с иглы клиентских денег. Надоело иметь зависимость, а за успех чужих проектов получать зарплату. И поэтому на протяжении последнего года я создавал свои проекты, 2 из них уже готовы, 3 на подходе. На этом канале я хочу поделиться своим опытом и рассказать вам про них. Жди презентаций с подробным туториалом. Никакой рекламы здесь никогда не будет. Даже если канал наберет 1 000 000 людей, да хоть и миллиард, я не продамся. Я ценю твое время, с радостью отвечу на любой вопрос в комментариях. Посмотри в свое отражение, улыбнись и ёбни в колокол, тогда ты точно не пропустишь следующие видосы. С уважением к креаторам, не ваш дизайнер черных зеркал.